Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу о своих шрабах. Слово «шраб» английского происхождения, оно переводится как «кустарник». Также эти розы еще называют современными парковыми розами, а также полуплетистыми розами. В эту группу включаются ностальгические шрабы, шрабы канадской селекции, почвопокровные шрабы. Ностальгические шрабы в эту группу входят английские, французские, немецкие розы. Шрабы канадской селекции отличаются особой выносливостью и повышенной зимостойкостью. У меня нет ни одного канадского шраба. Почвопокровные шрабы. Эта группа содержит много отличающихся друг от друга роз, но все они используются для украшения бордюров и рабаток. И все эти розы предназначены для украшения наших садов и парков. Эти розы отличаются особой устойчивостью к заболеваниям, морозоустойчивостью и неприхотливостью. Сейчас вы видите прекраснейшую розу Лоран Каброль. Эта роза растет в моем саду всего лишь 1 год. Роза была осенней посадки и первый год так прекрасно цвела. Сейчас вы видите первое цветение розы. У этой розы очень красивый цвет лепестков. Оттеняется он белым цветом по краю, как вы видите. Это особенность розы. Не выгорает роза так, а особенность розы. Также у розы прекраснейший темно-зеленый лист, глянцевый. Роза ничем не болела в моем саду за сезон, абсолютно и очень хорошо наросла. В первом цветении она цвела одиночными побегами, и я думала, что так она и будет цвести. Но когда наступило второе цветение у этой розы, она зацвела соцветиями. Цветок у розы очень крупный, диаметр цветка 10 сантиметров. В первом цветении достигал. Вот сейчас вы видите второе цветение розы. Стоит прохладная погода. Роза раскрывается очень медленно в прохладную погоду, показывает оранжевую серединку. Середочка гармошкой собрана у этой розы. Ностальгический цветок, форма ностальгическая у цветка. Осенью появляются сиреневые тона у этой розы. Вот сейчас вы видите бутон этой розы. Совершенно как чайно-гибридная роза. Вот у кого есть роза Айсфогель, она очень похожа на эту розу осенью. Красивейший цветок у этой розы. Роза имеет слабый запах. Наросла роза у меня до 1,20 м. Из маленького саженца смогла нарастить такой красивейший куст, и цвела роза у меня до поздней осени. Очень рекомендую розоводы эту розу. Лоран Каброль. Это первые числа ноября. Вы видите розу. Перед вами роза Поль Бакюс. Если вам нужен невысокий, компактный куст розы, то эта роза очень подходит для небольших садов. У нее прямостоячие плотные стебли, на которых она несет вот эти огромные шапки цветов. Это вы видите второе цветение розы в июле. На дождь и солнце роза не реагирует никак. Роза имеет слабый запах. Цветы у нее выгорают не очень сильно, поскольку они имеют, видите, какой розовый пудровый цвет в июле месяце. В этом соцветии я считала, здесь 28 бутонов цветет одновременно. Некоторые бутоны я выломала, побоявшись, что роза просто может поломаться, и потом она первого года посадки, я дала ей возможность наращивать побеги. Роза цвела и наращивала побеги для второго цветения. Сказать, что у розы первая и вторая волна цветения будет неправильно, поскольку у нее цветы стоят очень долго, до 10 дней, и отцветшее соцветие срезов
рядом расцветают новые соцветия, а также подрастают побеги, которые тоже потом зацветают. Вот здесь центральное соцветие вы видите, я срезала, а боковые соцветия цветут. Таким образом, роза находится в постоянном цветении. Вот сейчас вы видите, это уже август месяц, и роза цветет в августе. Цвета совершенно другие, поскольку прохладно стало. Появился оранжевый цвет у розы. Вы видите, какие побеги нарастила роза. Она цветет и наращивает побеги. Лист у розы матовый. Вот такие цвета появились у розы осенью. Это уже сентябрь месяц. Роза стоит в сентябре. Цветет. Осенью бутоны раскрываются у розы медленнее. Появляется оранжевый цвет. Компактная роза. Высота розы будет 1,5 метра, ширина 80 сантиметров. Хотя эта роза тоже относится к кустовым розам, к шрабам. Невысокая и не широкая роза, которая не будет завоевывать пространство в саду, но будет цвести все лето до самой поздней осени. Очень меня впечатлила эта роза, и я эту розу тоже рекомендую вам всем, розоводы. Сейчас вы видите шраб Ландлуст. Наблюдая за розами Кордес, я заметила, что у многих роз от Кордес перерыв цветения значительный. У меня очень много кустовых роз от Кордес и флорибунд. Как правило, они цветут с большими перерывами. И, наконец-то, фирма Кордес вывели розу, которая цветет постоянно. Вот эта роза Ландлуст, она цветет постоянно. Достигается это тем, что у нее огромные шапки цветов, в соцветии очень много цветов. И цветы раскрываются медленно и держатся на кустике долго. То есть, если не оборвать отцветшие цветы, которые постепенно отцветают, они будут увядать на кустике, медленно меняя свой цвет. Очень красивая роза. Она похожа своими шапками цветов на мускусные розы Ленса чем-то. У нее небольшой цветочек. Видите, какое красивое зрелище. Небольшой маленький цветочек, диаметр цветка 6 сантиметров, 6-7 сантиметров. Роза очень красиво расцветает и медленно выгорает на кустике. Вы видите первое цветение розы в год посадки. Она выстреливает огромными удочками. Это полуплетистая роза. Плети у розы очень тонкие и гибкие. Вот видите, это соцветие она выбросила, как говорится, для второго цветения. Но эта роза цветет постоянно. Вот я наконец-то увидела шраб от Кордес, который постоянно цветет. Вот вы видите это цветение розы, конец октября стоит роза, цветет. Появляются вот такие красные малиновые тона. Вот эта роза относится к полуплетистым розам. Ее лучше выращивать, конечно, в кустодержателе как полуплетистую розу, поскольку у нее очень красиво свешиваются вот эти огромные шапки цветов, соцветия. Этот куст будет высотой 2 метра, шириной 80 сантиметров. То есть это будет узкий, высоченный куст розы. Кто собирается посадить такую розу, учитывайте, я ее отсадила к забору. Хотела я ее выращивать как плетистую розу, но попробую выращивать ее как шраб. Я полуплетистые свои розы все выращиваю как куст розы, обрезая, правильно формируя розу. У меня есть ролики про формирование, сноска будет в конце этого видео. Сейчас вы видите прекраснейшую розу Вестерленд в компании с розой Розариум Ютерсон. Здесь вы наблюдаете все мои шрабы. То есть шрабы, им нужно место, конечно, в саду. Здесь вы видите, у меня растут алхимист, про который я буду дальше рассказывать, Розариум Ютерсон и роза Вестерленд.
Роза Вестерленд, вы видите сейчас один куст, ширина куста 2 метра, высота куста 1,80 м. Этой розе 8 лет. Вот таким образом можно сформировать полуплетистую розу клаймбер, которая относится к шрабам, круглым, совершенно прямостоячим кустом, не заводя ее на опоры. Но эту розу Вестерленд, ее можно завести на опоры, и длина плетей у этой розы будет достигать 4 метров. Если вам нужно декорировать стену, декорировать забор, эта роза очень подойдет для этих целей. Но я ее выращиваю именно как шраб, как куст в своем саду. У меня есть отдельная посадка. Вот она растет, эта роза, вы видите. Так она будет выглядеть, если вы ее посадите отдельно. Но таким кустам нужен простор, нужно место. Они не потерпят рядом с собой каких-то деревьев, кустов, которые будут притеснять такие розы. Красоту свою они показывают, выбрасывая вот такие огромные шапки цветов на своих стеблях. Формирую я эту розу, вот сейчас вы видите, оставляя 4-5 толстых стеблей, обрезая эти стебли на высоту, какую захочу, на высоту метр, на высоту полметра, и вы можете ее сформировать таким же образом, как флорибунду даже, обрезав ей толстые стебли на желаемую высоту. Все, посмотрите, кто не видел мой ролик про формирование полуплетистых роз, таких как Вестерленд, как Ландлуст, их можно формировать как куст. Это плетистая роза Эльф. Как я всегда отвечаю на вопросы своих подписчиков, говорю, что любую плетистую розу, полуплетистую, можно сформировать кустом. Вот эту розу я сформировала как куст. Здесь один куст розы. Вы видите, сколько соцветий выбросила эта роза, и цветет у меня компактным кустом. То есть я ее не заводила на опоры, а сформировала ее как куст, и она прекрасно у меня цветет, как вы видите. Кто не хочет возиться с опорами для роз, их все, абсолютно все, можно сформировать кустом, и вот так они будут цвести, как эта роза Эльф. Прекраснейшая роза Эльф. Она имеет приятный запах, очень красиво цветет, но дождей роза это выносит очень плохо. Выгорает роза до бледно-кремового цвета, но все равно она имеет место быть в нашем саду за свою красоту. Это очень красивая, необычная роза. И когда она цветет, все приходят и восторгаются этой розой. Соцветия у розы прямостоячие, как вы видите, пышные, и ее можно выращивать как куст. Она будет достойно держать свои соцветия. Цветы набитые у розы средние набитые цветы, поэтому они будут свободно держаться. Вот сейчас вы видите саженец розы Эльф, который вырос за год, вот такой величины, уже он длины. И, конечно, эта роза цветет тоже очень красиво, если сформировать ее как плетистую розу. Вот так красиво будут поникающе цвести эти соцветия у розы. То есть ее можно формировать и кустом, и плетистую. Сейчас вы видите прекраснейший шраб алхимист. Эта роза по достоинству носит название шраб, поскольку она может достигать высоту 4 метров, в ширину она может достигать 6 метров. Моей розе 6 лет, я ее выращиваю таким образом, чтобы она была размерами 2,5 метра высотой и 2 метра шириной, круглым кустом выращиваю, обрезая ее. И она у меня вот так красиво цветет, однократно цветущий шраб от Кордес. Вот такие у нее 2 огромные ноги, на которых вы видите вот это цветение розы. Такую розу можно сформировать и кустом, можно
и растянуть эти огромные 6-метровые плети по опоре и задекорировать ей весь забор. Представляете, 6 метров длиной выбрасывает плети. У меня она тоже выбрасывает огромные плети, которые я иногда, обрезая на старых стеблях этой розы, обновляю. Таким образом, розу. Цветы этой розы находятся на заставке моего канала. Она роза-хамелеон. Сейчас вы видите начало цветения, персиково-кремовые цветы. В конце цветения они становятся, там все цвета этой розы, и розовые, и абрикосовые. Каких только цветов нету этой розы. Очень красивая роза, шраб. Формирование кустовых роз, шрабов, зависит только от нас с вами. Любой розе можно придать любой размер, любую ширину и высоту. Сейчас вы видите еще одну розу, которая оправдывает свое название, ностальгическая роза, которая относится к шрабам. Это английская роза Дэвида Остина Strawberry Hill. Эта роза как будто сошла к нам со старинных картин. У нее цветок ностальгической розы. Очень красивый, пышно цветущий куст. Это первое цветение розы. Это второе цветение розы. Посмотрите, какой у розы красивый лист. Когда эта роза не цветет, она производит впечатление вечно зеленого колоновидного деревца. Во втором цветении роза держит цветок дольше, до 3 дней может держать. В первом цветении цветок в жаре осыпается очень быстро, но все равно у розы продолжительное цветение из-за того, что у нее в соцветиях очень много цветов. У розы отменное здоровье, она ничем не болеет, эта роза, и она очень сильно и приятно пахнет. Вот сейчас вы видите розу Абрахам Дерби, это тоже кустовая английская роза, но она окукливается, бутоны у нее на дожде, и на жаре они тоже у нее плавятся на солнце. В отличие от этой розы, роза Strawberry Hill показывает красоту цветения. У нее не сильно набитый бутон, рыхлый цветок, и она не боится дождя и не плавится на солнце, эта роза. Просто цветение у нее одного цветка продолжается очень недолго. В общем, у меня 3 розы Дэвида Остина, из них вот эта роза Strawberry Hill ведет себя более-менее достойно в саду. Очень красивая, ностальгическая роза шраб. Высота розы во втором цветении 1,90 м, ширина розы 1 метр. Розе 2 года. В своем ролике я показала вам, какие бывают шрабы. Английские, немецкие, французские. Все розы, шрабы успешно растут и цветут в моем саду. Я желаю вам тоже успешного выращивания роз. Сажайте в своем саду шрабы. Своими размерами и обилием цветения они способны украсить любой сад. Если вам принес ролик пользу и понравился ролик, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго вам. До новых встреч.